Здравствуйте. Сегодня снова спасибо турнирной базе, то есть турнирной базе Голландской Федерации шашек. Вот я снова взял партию оттуда. На главной странице была вот эта партия. И я посмотрел комментарии. Кстати, в партии там мысли будут с этих комментариев. Тоже спасибо всем комментаторам, естественно. Будут мысли комментариев. И вот я хочу показать важную вот здесь вот позиция. Она вообще для практической игры важная. И вот чисто даже психологически, видите, белые отбиваются здесь, но они пытаются окружить позицию черных, но вот им в партии это не удалось, и мы посмотрим, какой надо было избрать вариант. Здесь очень сложный момент, конечно, вот эта партия, давайте я скажу, Фредерик Андерсон играл с Анатолием Гантбергом, это крупное соревнование, 2009-2011 год. То есть очень сложно отбиваться, вот, окружать, особенно когда спортсмен, ну, то есть не суперпрофессионал, очень сложно окружать. И в определенный момент можно вот где-то не тот ход чуть-чуть сделать. У меня тоже это, кстати, вообще неоднократно просто было. Сделать не тот ход, и позиция будет очень плохая. То есть у меня, можно вспомнить даже вот по 2017 году, вот год, где вот по чемпионату мира, то есть я играл там с голландским тоже шашистом. И вот получилось, точнее сказать, вот окружал, но что-то где-то пересчитался, то есть не то пересчитал, и получилась перестановка, и уже позиция плохая. Там, кстати, вот я отбился. Почему вспомнил об этой партии, то я там достаточно хорошо отбился в эндшпиле, но проблемы очень большие были, но я помню, что тоже вот я наступил на свои любимые грабли, то есть начал что-то делать, что-то мудрить, и в конце концов проиграл партию. Но у меня это очень часто бывает, то есть очень много партий на эту тему. То есть давайте здесь посмотрим. Вот 33-29 было, видите, и он в принципе получилось, что упустил шанс. Вот здесь вот достаточно хорошая позиция у него была. 48-43, и выясняется, вот эти вот все удары не очень хорошие. Вот этот вот один из вариантов. Дальше мы посмотрим больше вариантов. Ну вот видите, такая ситуация. То есть давайте вначале смотреть, как было. Все-таки за белых, покуда будем смотреть. Вот Анатолий Гантберг очень такой острый дебют играет. То есть не 16, а 17, но в принципе к 16 все равно практически, видите, как эта позиция сводит. Получается, свелось к 16-21 вариантам. Поэтому вот интересные, достаточно напряженные такие здесь игры. Обоюдные могут быть колы, то есть тоже. Но вот обоюдного не получилось, 35 на обоюдного не пошел Фредерик Андерсон. То есть 29, 24, ну здесь тоже эти варианты есть. 34, 30 и вот 14, 14, 19. Так. Здесь где-то надо двигать либо 14-20, либо 14-19, потому что на 28 просто может поменять, на 33 и ничего не будет абсолютно. То есть такой, вроде бы раньше как-то не делали вот этого хода, но я сейчас смотрю, вот пару партий было 39, и вот устранена шашка 23 получается, и здесь уже черным не двинется, то есть в любой момент белые там могут поменяться, и вот этот кол не так силен будет. То есть, то есть знаете основные принципы развития в коле, то есть кол надо, чтобы был все-таки подкреплен здесь достаточно сильно центром, и вот получается мы вот эту шашку как раз центрально выводим, то есть вот из этой точки зрения. Ну и вот здесь такую тоже Фредерик получил позицию, то есть для окружения именно. Вот здесь будет на фланге создавать определенные трудности Анатолий Гантбергу черным, а черные будут стараться, вот как и получилось в центре, как и получилось в партии, играть в центр и вот именно занять центр и в конце концов
завершить вот партию игры центром, как, собственно говоря, и получилось. Так, 37. Ну вот, связывает здесь и сейчас будет пытаться играть на этом фланге. То есть, ну, все закономерно. Здесь очень важный момент. То есть пересчитать позицию, какие позиции вот в конце, они стандартные, их не так много, этих позиций, и какие вот позиции именно возникают там через 5, через 10 ходов. И понять, в какую позицию лучше входить вот белым. Я говорю, здесь вот различные, вот видите, 38, 33, партия очень полезная будет, потому что построения реально вот они часто встречаются в партии, и они достаточно такие стандартные построения. Видите, 38, какие-то варианты. 41 тут неохота на фланге, конечно, ходить. Вот 30-24 тоже отдает центр. Все-таки 38 наиболее логично, мне кажется. Да, 9-14, 50. То есть уже здесь, видите, группировочка двоечка стоит. Группировочка пытается как-то фиксировать. Группировочка вот это стоит и пытается как-то фиксировать белое. На 28 надо выходить. И дальше развивать вот именно эти шашки. То есть вот этот ход продиктован тем, что надо развивать вот эти шашки все. То есть ход, который нужно делать, 3-9 и 40-35. Ну вот давайте момент 1.40-34 посмотрим. 18-23. И здесь вот 49, если ходить, то уже не будет вот этой вот колонки. Это важный момент. И плюс вот здесь вот либо 24 появляется, либо на 30. То есть два хода вот этих вот появляются и достаточно серьезно фиксировать начинают черные вот эту вот группировку. Я еще не знаю, может и надо как-то на 30, но на 30 есть. Так, вот этот вот момент, там надо, конечно, смотреть все варианты. Так, давайте, может, посмотрим, что тут. Ну, если 41, то 12. Вот если сюда, допустим. Нет, сюда, тогда можно и сюда. Да, просто я что-то хотел там чуть похитрее как-то пойти. Да, здесь вот центральная позиция хорошая будет. То есть и выводятся все шашки вот эти черные. То есть вот, позицию можно, в принципе, на 30, я думаю, выходить. Варианты. Далее. 141, но наиболее логично, то есть 49 не вводить, плюс вот этот удар висит, то на на 16, и вот этот вот удар он не проходит, потому что получается, смотрите, вот так, на 34 и не проходит, потому что получается 12-18, вот такая позиция подавляющая практически у черных. Вот этот момент есть, то есть проводить этот удар не стоит. А если 37, то просто центром черный раздавливает, я считаю. То есть можно где-то и на 28 поменяться и так далее. То есть здесь вот этих вот ходов никаких нету. То есть 45, в конце концов, тоже 9. И поменяются, тоже будет, наверное, такая позиция. Я думаю, почему говорю, что наверное, потому что тут вариантов много, и надо вот на все точнее сказать, на все варианты я не скажу, то есть на все варианты один код я не скажу, то есть универсального какого-то рецепта, можно сказать. Это где-то даже соответствует вот с теперешним пониманием молодежи, вот с этим клиповым мышлением. То есть на какое-то определенное, на все действия, дабы сказать, что будет одно какое-то действие, которое вмещается, объяснение, которое вмещается в 5 минут и так далее. То есть, вот я так, клиповое мышление вот это характеризовал. 40, 34, 7, 12, ну вот он достаточно хорошо, кстати, белые сыграли. 6, 11. Допустим, на 30 неохота ходить. Почему? Потому что здесь слишком много, наверное, 33-29 все-таки. Потому что здесь достаточно много ходов и у белых. Второй момент. И второй момент,
Здесь размена нету. Вот нету колонки, нету тройки, нету размена. То есть здесь достаточно ограниченно не получается. Надо, наверное, 6 предварительно ходить, потому что на 28 сюда и переведут просто шашку. Ну и вот позиция здесь не знаю даже что делать в этой позиции как-то. Эта группировка стоит, видите, неудачно, без колонн, без разменов. Может 49, ну и так далее. То есть потом 42, 37 перейти. Сейчас 42 неохота переходить. Ну вот, может 49 подождать даже. Хотя некрасивый ход, но подождать. Но эффективно. То есть 6-11 было в партии. И вот 43. Здесь бывает вот этот ход встречается. Но это здесь вот не тот случай, можно сказать. 49 хожу, и проблема в том, что нет вот этого на 34. Потому что здесь несколько ударов, но вот, наверное, наиболее такой, вот, наиболее эффективный вот такой вот удар, я считаю. То есть 13, 18, 44 и вот 39 и 16. Ну и здесь вот удар проводит белые. То есть вот из-за этого, в принципе, 23-29 не проходит. Видите, удар это. То есть, если бы удара не было, то вполне возможно, что очень неплохая позиция была бы. То есть на 34 вполне вероятно, вот, что очень хорошая позиция, если бы не было удара. Видите, но удар все портит здесь. 13, 18, 39, то есть проработка. И 33, 29 было. Давайте смотреть вот этот ход. 16 как-то там Эрик Дюссельдорф показывал, то есть он там скинсовал, я понял, что показывал, но он там чуть-чуть по-другому, то есть там на 16, я, кстати, не вижу сильно смысла 16, если честно, то есть, наверное, так, вот, да, вот, можно же просто 4.29, и надо куда-то, вот, это я уже отдал сам. И вот этого хода нету, то есть вот этого хода нету. А отдавать здесь просто перебьюсь, то есть как он там показывает вариант. Вот это Кинцелоу, наверное, показывал. Я так думаю, с Кинцелоу он взял, то есть с аналитики. Вот таким образом выигрывает. А здесь вот давайте 49, если проводить, вот этот вариант посмотрим. Получается, надо ставить, и вот он ловит дамку. Так, это 3 шашки лишних, но вот что-то ничего не вижу с 3 лишними, но ничего абсолютно не вижу. Вот если на 41, допустим, просто перевели и 15-20, 25-20 пошло. То есть вот эта вот позиция получается. Если сразу проводить, ну это я, наверное, уже показывал в начале, вот эта вот идея просто получается опять. Шашка вот эта вот 25 идет, и тоже очень позиция. Это, ну, выигранная тут не буду смотреть. Должна быть выигранная позиция. Так. Давайте вот это посмотрим. Так. На 37, допустим. На 5. И вот получается раз. Ой, нет. Я уже. Это у меня уже мышка сама отдает. Заменить. Так, я еще не знаю тут по поводу отдачи, кстати. Может еще и так выиграю. Но я думаю, что просто шашку выиграть. И без проблем будет. Так, ну вот эти вот позиции получаются. Ну вот 33-29 пошел. Я тут тоже думаю, что не проиграна, конечно, позиция. Но вот 27-32. Я считаю, такой хороший ход. Я даже поставлю восклицательный знак. На всякий случай, хороший человеческий ход, я бы сказал. На 24. И вот отдал 23-29. Интересно так отдал. Видите, интересная мысль. Сейчас я покажу, в чем она интересная эта мысль заключается. В том, что вот здесь вот комбинация есть. Ну вот, чтобы сказать сразу, шашка-то в принципе лишняя. Ну, я думаю, все-таки должна быть выгодна у черных позиций. Хотя могут какие-то, конечно, варианты здесь быть, но мне кажется, что это все-таки выгодно.
Ну да, шашка всего одна лишняя у белых. То есть, на всякий случай в партии вот пойти на такую позицию, понятно, что человек не пойдет. Я думаю, поэтому он побил на 20. И вот, да, ну давайте посмотрим. Тогда получается, что пропустил он 29. Надо было куда-то... Ну да, вот пропустил, наверное. Надо было все-таки сюда куда-то пойти, то есть и играть вот эти вот позиции. Хотя, конечно, здесь вот уже позиция очень приятная. Ну вот, 27-32, вот такой вот хороший ход очень, кстати, сделан. Я как-то дальше не дрался, честно скажу, вот я посмотрел вот здесь вот эти вот позиции, я тут сильно не смотрел партия. И вот сейчас для меня это достаточно интересно. Получается вот интересный ход, интересная позиция вообще. Так, 29-24, видите. Так, 29, надо было, да, конечно, так не ходить. И здесь 23-29. Да, надо было 48-43 вот пытаться эту позицию играть. Кстати, игровая еще позиция тут. Игры очень много было бы, то есть окружали эту шашку. Ну, я считаю, что она получше, конечно, у черных, но достаточно игровая. Вот он здесь шашку отдал, да. Тут таким образом здесь проиграл. Кстати, вот у меня там вторая партия его была, я тоже посмотрел. Видите, я вчера начал такой цикл дуэли. Тут, собственно говоря, дуэли-то нету. Но там вот, по-моему, пару партий, да, в ничью было. Вот еще партию Анатолий Контрак выиграл. Это в Йемене, вот этот известный чемпионат Европы был. Известный почему? Потому что я комментировал как-то, даже на сайте пытался онлайн, то есть комментировать. Известный для меня, будем считать. И я там по этому чемпионату Европы тогда и видео делал много, и очень много интересных партий было. Ну, когда комментирую сам, понятно, что много интересного есть. То есть какие-то моменты находишь, то есть и позиции вдруг интересные. Вроде бы позиции такие, вот когда быстро просматриваешь, они неинтересны, но вот когда сам комментируешь, когда сам что-то по ходу участвуешь, то есть, конечно, все интересное. То есть, вот здесь выиграл Анатолий Контрак. То есть, там партия тоже было достаточно такое интересное вторжение, но он там, я считаю, что где-то грубо ошибся, все-таки он не досчитал. Либо что-то там я до конца не вижу, но я тоже так поверхностно достаточно смотрел партию. Если кого интересует, посмотрите. То есть он вот вторую, вот эту партию выиграл, и в Йемене он у него выиграл, и вот там пару партий он закончил в ничью. Поэтому Йемен я вот хотел показать, но там как-то идея, вот, если кого интересует, я говорю, что посмотрите, она может будет полезна, но там как-то он, я считаю, что он быстро отдал достаточно партию, то есть Анатолий Контрак там в на 18 по коле, здесь шашки были, и там ничего не получилось. Итак, до новых встреч.